Всем привет! Продолжаем снимать процессы, происходящие у нас на площадке. На данной стадии мы завершили строительство семейного бюджетного канатца. И сегодня поговорим о пост-энд-биме, о втором этаже. Про первый этаж мы говорили летом. Если кто хочет, может посмотреть, у меня на канале есть видео. Сейчас пройдемся по планировке и посмотрим, какие особенности у нас здесь присутствуют. Стою в оконном проеме главного фасада. Подо мной входная группа с расклешенными столбами. Слева и справа от меня террасы, навесы. Слева это под гараж, под машину навес. Справа просто терраса для отдыха. И повернулись уже лицом вовнутрь, в дом. И смотрим, что у нас здесь. Полов пока нет, поэтому довольно сложно будет тут что-то передвигаться, ориентироваться, но попробуем. Итак, вот здесь передо мной это коридор, развязка на комнаты. Справа 2 комнаты. И слева также будет 2 полноценных комнаты. Столб опорный большого диаметра 55 сантиметров. Дальше дерево наше и ферма. И пойдем вот так сейчас по часовой стрелке. По комнатам. Здесь у нас, как я говорил, уже это коридор. Идем. Здесь тоже настил. Пол будет. Заходим вот сюда. Здесь проем будет сформирован. Попадаем в большой санузел. Вот здесь с этой стороны столба тоже проемчик будет. И небольшая комната. Это как кладовка. Заходим в санузел. Идем. Здесь у нас большое треугольное окно. Здесь будет стоять ванна. Человек будет мыться и наблюдать пейзажи. Вот нахожусь в проеме в таком большом треугольном. Это у нас окно, смотрящее из санузла на улицу. Значит, здесь подо мной что у нас? Терраса для отдыха, большая такая, солидная, с большими столбами, с фермой пост-энд-бим. Может быть, будет зона барбекю. Не знаю, что-то заказчик еще придумает здесь. И идем из санузла. Вот здесь пройдем в следующую комнату. Здесь, где я стою, будет простенок, зашитый утеплителем, звукоизоляцией, все. Толщиной 20 сантиметров. Полноценная стена. Заходим в комнату. Здесь у нас порядка 16 квадратов. Полноценная большая комната. Может быть, детская будет. Вот здесь, в этом месте, у нас будет дверной проем на площадку. Высота полов примерно от балок еще 15-20 сантиметров будет. Соответственно, вот это бревно будет спилено. То есть в месте, где проем, будет срезано. Потолки все будут подшиты под кровлю на всем этаже. Либо гипсокартон, либо это будет вагонка. Ну, заказчик еще определится. И все, выходим сюда, попадаем на балкон. Вышли на балкон с детской. Здесь у нас заложены 2 мощных бревна, толстых, 50-сантиметровых. Специально, чтобы сделать мощную опору. И также они врублены в нижнюю чашку. То есть, чтобы никак они у нас не прослабли. Соответственно, они оба целые. Наверху у нас конь, тоже раскамлеванный, красивый. То есть, еще все это окультурится резьбой. Будет фактурные. Нахожусь в оконном проеме зала. Здесь у нас вот такой комель большой, нависающий, коньковый. Он будет виден с пола 1-го этажа, так как у нас в зале, в гостевой, везде будет второй свет. То есть, как я уже и говорил, потолки будут подшиты под кровлю. И наша красавица ферма с подвесным большим таким столбиком, порядка 70 сантиметров в диаметре. Абсолютно такая же комната, что и на другом конце здания. Здесь у нас балкончик, комель нависающий для эльки. И размеры комнаты тоже такие же. И вышли уже на эту сторону. Здесь у нас зеркальное отображение, то, что мы смотрели на другой стороне. Такой же навес, только это уже под машину. Фермочка, столбы, все, треугольные большие окна.
Идем по второй детской комнате. Здесь слева от меня капитальная стена будет утепленная, мощная. Здесь проем, соответственно, дверной. Выходим, попадаем на площадку. И перед нами открывается вид нашего ветвистого дерева. И последняя, четвертая комната сзади меня вот здесь. По размеру она, как и все 4, около 16 квадратных метров. Находится над гаражом. Ну и, наверное, это будет рабочий кабинет заказчика. Дерево вот это разветвленное, это у нас тоже сибирский кедр, такой же, как и на всем срубе. Диаметр у него 45 сантиметров и высоту оно около 7 метров. Сучки порядка 20 сантиметров. Значит, это у нас была макушка кедра, как я уже рассказывал. На лесосеке лично мы выбрали это дерево, свалили его. Получилось удачно, что оно при ударе о землю не раскололось на части. Все, мы его сложили, это было еще далеко до заказа этого дома. Вот оно у нас лежало год. И потом заказчик пришел, то есть вот этот дом спроектировали, все, я ему сразу же предложил это дерево сюда поставить. Сдали ему фотку, все, он посмотрел, говорит, отлично, будем ставить. Вот. Ну и потом еще при установке я тоже снял небольшое видео, посмотрели, как оно сюда встанет, заказчик одобрил. Особенность этого дерева еще в том, что оно прирубается просто в пазы без домкрата. То есть сруб будет садиться, в шипах у нас, в мамах там наверху, в коне, прорублены отверстия специальные под усадку, еще примерно порядка 20 сантиметров вглубь. Все, то есть сруб садится, конь потихонечку наезжает на вот эти шипы, ничего не надо крутить, подкручивать, все удобно. Вот эти все деревья, коряги внутри дома, которые стоят у нас, их можно еще творчески как-то обыгрывать, поворачивать, крутить, смотреть, чтобы функционально еще было. В данном случае она у нас стоит, мы ее повернули так, чтобы она не закрывала собой ферму. То есть если бы мы повернули, допустим, наоборот, и ветви бы торчали, то уже перекрывали бы ее. Вот, то есть развернули так, и она удачно вписалась у нас, воткнулась в коня четко, то есть 2 ветки туда попали. И третья вышла вот сюда, то есть я нахожусь на площадке, это выход с детской. То есть, допустим, ребятенок вышел такой, раз-раз, вот здесь вот можно прицепить какой-нибудь канат и вниз. То есть, в принципе, он, держась за него, может спускаться, вот там есть сучки, упираясь потихонечку, потом все быстрее, и будет быстрее, чем по лестнице, пока обошел, туда спустился. И еще заказчик хочет вот здесь вот, в этой вот развилке посадить орла. То есть какое-то гнездо, говорит, и я туда посажу большого орла, чучела. Ну вот как-то так. Я думаю, что тут для творчества большое поле. Вот эта ферма является частью каркаса Post & Beam. То есть это не просто декоративная какая-то несущая, да, то, что радует глаз нам, когда мы в зале находимся и смотрим. Нет, это еще и опора. Опора для крыши и для стен. Из чего состоит данная ферма? Это у нас прежде всего стропила, ригель опорный, мощный, то есть 10 сантиметров на 40. И столб, распиленный пополам и соединенный. Конь лежит на столбе, получается, передается нагрузка на ригель. Ригель лежит на этих треугольниках, на стропилах. Все, нагрузка распределена грамотно. И также обвязка у нас еще опирается сюда. Вообще в этом доме постарались сюда как бы засунуть, можно сказать, определить в него по максимуму всяких интересных элементов. Все то, что мы умеем делать, мы сюда определили. Это и столбы на входе, расклешенные, корневистые такие, мощные, с капами там все. Это дерево, это ферма наша, это входные группы на террасах,
гараж и терраса для отдыха. Ну и сам по себе пост-энд-бим это тоже нечто такое, скажем, неординарное. Еще самая основная, я так считаю, задача при постройке пост-энд-бима это его проектирование. Вот здесь я стою не просто так. Это треугольник, в котором я нахожусь, является частью этого самого укрепления. Укрепление, прежде всего, вот этого столба. То есть все столбы, которые у нас стоят по стенам у пост-энд-бима, что получается? Это не сруб, да, где все закреплено, все задавлено, и он в принципе никуда не денется. Здесь это как спички, которые стоят, и если мы их будем двигать, оно все такое вот зыбкое. Поэтому мы планируем, где должны быть какие-то подкосы, стены, либо это стены с раскосами внутри и зашиты плотно, они уже являются укреплением, опорой для пост-энд-бима. Либо, как здесь сейчас, это треугольники. Треугольники скрепляем и все это монтируем на глухари, скручиваем. Соответственно, смотрим, вот здесь у нас происходит закрепление, внизу у нас тоже устойчиво стоит, тоже будет крепиться к низу, к срубу. И к стропилине пошла вот эта вот, которая надо мной балка, она тоже там крепится. Все. Здесь у нас абсолютно, скажем, устойчивая конструкция получилась. И плюс еще треугольник второй, он идет к столбу, еще один треугольник. То есть можно подумать, что здесь кто-то скажет, ну да, прикольная крыша, классная, там все красивое, не знаю, там интересное. А на самом деле она еще и устойчивая. То есть и это все надо было архитектору вместе со мной, там и заказчик тоже. То есть все подключаются, думают, как интересней. И еще и как и устойчивее это все сделать. Вот, так что проектируйте, планируйте, смотрите, чтобы у вас вот эти столбы, особенно крайние, которые у вас стоят по внешним стенам, вот, чтобы они были раскреплены. Иначе потом, когда пойдет сборка крыши, вообще, в принципе, монтаж пост-энд-бима уже на фундаменте, уже и какие-то ветра пойдут, еще что-то там, нагрузится она, крыша может поплыть. О диаметрах пост-энд-бим здесь, в данном варианте, да и вообще про весь пост-энд-бим хочется сказать. Диаметр у нас здесь 46-50 сантиметров. И это еще, так скажем, не толстое дерево. Почему? Потому что нам надо сформировать вот такую вот протеску 30 сантиметров. Для того, чтобы сделать утепление грамотное, по ГОСТам, по стандартам, чтобы не промерзало. А это что? А это 20 сантиметров утеплителя и 10 сантиметров на отделку. Это брусок, это мембрана, это финальная отделка, обшивка. И этого еще может не хватить на самом деле. То есть если мы делаем меньше диаметры, у нас, соответственно, будет меньше протеска. И мы не попадаем уже. То есть надо думать, чем заполнять. Доходит вплоть до того, что ребята заполняют просто пеной. Пеной задувают или каким-то сыпучим утеплителем бестолковым, который потом осыпается, либо пена отходит и начинает все промерзать, продуваться. Вот. Поэтому для 20 сантиметров минплиты по стандартам делается 30-сантиметровая протеска. Для этого нам нужно бревна толстые брать. Лес на каркас пост-энд-бима надо обязательно брать подсушенный. Почему? Потому что первое, это у нас места соединений, там, где у нас идут стыки, шипы и так далее. Когда мы делаем абсолютно плотно, потом через год после сборки мы обнаруживаем там щели. Особенно на южных сторонах, где идет активная сушка. И второе, это у нас прогонистые длинные пролеты какие-то, где бревно больше 5 метров, оно под своим весом, если оно сырое, оно начинает прогибаться. И потом неприятности, если у нас полы, если у нас коньковые какие-то элементы крыши, потом будут такие вот полукруги везде. Когда бревно сухое, подсушенное, оно лежит у нас, подсыхает в данной форме, без нагрузки, то есть оно абсолютно ровное, костенеет. И все. И при рубании, при монтаже оно такое остается, такой же форме. И прогнуть его практически уже нереально, только если сломать. Поэтому, если планируете пост-энд-бим, заранее покупайте лес, складируйте его, сушите, антисептируйте. И все. Потом у вас проблем никаких уже с этим не будет. Соединяться весь пост-энд-бим будет, как я уже говорил, на глухари и спаксы. То есть это такие длинные саморезы каленые. Глухари могут быть с пружинами. Ну, это еще вопрос, мы еще думаем над этим, как лучше крепить, то есть чем лучше это делать. Потому что пружина, она тоже, по идее, может заржаветь,
там что-то с ней произойдет. То есть все, получается, надо делать тогда из нержавейки. Если из нержавейки, то это удорожает, и вообще в продаже этого нет. То есть надо где-то заказывать. Про утепление я скажу чуть позже. Еще хочется сказать по предмонтаж. То есть вот здесь вот сейчас вот мы видим, это называется предмонтаж. Предмонтаж постенбима. Если его не делать, то есть в принципе кто-то может сказать, а что вы детали все делаете, идеально архитектор вас рисует, вы в нем уверены, все хорошо. На самом деле уже произошло здесь, что 2 детали запороли. На беседке тоже у нас был казус небольшой. То есть это происходит от того, что проектировщик ошибается. Просто человеческий фактор. Поставить еще одного человека, чтобы он следил, да, можно. Но он что, не человек? Поэтому делается предмонтаж. Вот мы пришли к тому, что нет, мы рисковать не будем. Будем монтировать все на площадке, видеть, что это все собралось. Потом маркировать там, и уже оно как конструктор у нас соберется. Мы в этом уверены. А вести еще с собой несколько бревен 6-метровых, а если это длинномер забракуется, к примеру, тогда вообще вы его нигде не достанете. И вариант того, что вы соберете постенбим, его, получается, нету. Ну все, переходим на утепление. Сейчас покажем, как утепляется постенбим. Приходите на форум, активно участвуйте. Это наше, так скажем, достояние. Все будем делиться, что у нас есть в плотницком опыте. Я думаю, что будет интересно. Это будет как библиотека. То есть у нас будет там все по темам разложено, все сообщения. Человек будет заходящий заходить и смотреть. И что-то новое для себя почерпнет. Ну или что-то свой опыт какой-то привнесет в эту библиотеку. Так что милости прошу на форум. Ссылочка будет в описании. Вообще детали постенбим в местах соединений — это такое себе соединение, слабое, я считаю, и требует каких-то доработок, понимания процесса, как это соединение мы должны в итоге утеплить. Почему? Потому что в срубе у нас все просто. Технологии проработаны, отработаны веками, где идет чашка, соединение паз, идет давление у нас, и в итоге все смыкается, задавливается, продувание не происходит. То здесь в постенбиме все по-другому. Стоит каркас, прилегает к нему балка поперечная, которая потом со временем при усушке бревно подкручивается, происходит сквозное продувание в местах соединений. Соответственно, уже мы прилагаем какие-то усилия к тому, чтобы понять, как это утеплить, как это устранить. Существует много разных способов утепления и соединения деталей постенбим. Это может быть и просто примыкание, без утепления, без поднутрения, без всего. Просто мы примкнули детали плотно, собрали все это дело, потом уже на фундаменте, дождались, когда у нас высохнет, год примерно, сруб, усядет все, и потом все герметиком прогерметизировали, весь постенбим. Тем самым задали вот эту вот воздушную прослойку. То есть так как воздух у нас самый лучший утеплитель, но надо, чтобы было соединение герметично по контуру. Второе, можно делать не плотно постенбим, оставлять заведомо щели в 5 мм для конопатки. Но тогда у нас не будет распоров, не будет плотников, и вообще в принципе постенбим будет не так красиво смотреться. В нашем случае мы все делаем плотно, подгоняем, задаем поднутрение. Вообще желательно делать все, весь постенбим из подсушенного, а лучше всего из 100% высушенного дерева. Но, как правило, этого в наличии нету. То есть везде на деталях у нас присутствует поднутрение. В принципе, так же, как и на чашках, на пазах. То есть поднутрение — это то место, где находится утеплитель. По краям плотно, внутри полость для утепления. Вот деталь у нас, смотрим, что здесь у нас примерно 5 мм, 5-7 мм поднутрение. Выбрана такая полость, которую мы заполним утеплителем. Значит, конечно, это все удорожает. То есть, если мы каждую деталь понимаем, что мы делаем именно та деталь, которая пристыковывается, да, то есть не, допустим, стойка, мы там ничего не копаем, а именно к пристыковываемой детали, там мы делаем поднутрение. Это, конечно, больше работы, это больше возни, то есть каждую деталь вот так прокопать. Но зато потом происходит грамотное утепление в итоге.
Даже если где-то у нас, допустим, мы прогерметизировали, и у нас со временем бревно отошло, подвернулось, мы понимаем, что там у нас утеплитель, там у нас по контуру лежит псул, все работает, продувание не происходит. И также это очень важно у нас, вот это поднутрение для припилки. То есть припилка еще, которая осуществляет уже полноценную подгонку, плотную, по всему контуру. Берем псул, предварительно сжатая уплотнительная лента, и по контуру приклеиваем, по контуру нашего поднутрения. Тут есть такая ленточка. Вот они, правда, бывают фигово приклеиваются, но попробуем. Да, вот она не приклеивается, поэтому будем где-то степлерить. Классно. Короче, ничего не приклеивается. Берем степлер и степлером крепим. Можно вот так вот с края, чтобы не перерубать весь утеплитель. То есть это я взял просто в магазине у нас. И есть еще другие. То есть мы, когда будем монтировать уже каркас потом на сборке, будем использовать другой маленько. То есть он пошире, не резиновый. То есть здесь она как бы больше к резине, это дверной обычный. Вот. А там специальные уже именно под деревянные какие-то вот такие конструкции более приспособлены. Это просто, чтобы принцип показать. Короче, не будем это отрывать все это. Следующим этапом берем обычный межвинцовый утеплитель. Это может быть клималан, джут, холофайбер какой-нибудь синтетический, ну, кто чем пользуется. И пробиваем уже в полость, вот здесь вот, внутреннюю, центральную часть. Он у нас толщиной 1,8. Можно брать чуть тоньше. Все, вот таким образом происходит утепление. Единственное, что обращаем внимание, когда мы будем крутить глухарь центральный, он намотает у нас клималан. Поэтому сейчас при разборке, перед разборкой, ребята будут засверливаться, дырка будет обозначена уже. И когда будем монтировать, то утеплитель прибивается уже рядышком. Ну вот сейчас смотрим крупно, как работает утепление. Вот у нас псул вот этот, да, играет, вот он сжимается, разжимается. То есть если будет происходить отхождение какое-то, то он будет работать и не будет давать выходить теплому воздуху, холодному заходить. Вот клималан тоже играет немного. Вот. Не забываем еще то, что у нас будет припилка. Когда мы будем эту деталь подгонять, то есть эта деталь еще не подогнана, она у нас просто пока лежит, ребята будут ставить, это подкос.
И когда они припилят, то есть поднутрение еще маленько уменьшится, вот здесь вот на 1,5 миллиметра. Соответственно, когда вы делаете эти детали, вы планируете ваши поднутрения с расчетом того, на какую припилку будут еще они подогнаны, да, и на то, что вы планируете поставить вовнутрь. Клемалан или псул какой-то там толщины. То есть это надо все заранее продумывать и уже изготавливать деталь с учетом этого.